Прекращение битвы. Свобода выбора заключается в одном, непостижимо простом факте. Нет необходимости бороться за достижение цели. Все, что вам нужно, это решимость иметь. Как только вы позволили себе иметь, можете спокойно переставлять ноги в направлении к цели. Маятники навязывают вам совсем другой сценарий. Они вынуждают бороться за достижение цели. Для этого вы должны объявить войну себе и миру. Маятники предлагают начать с себя. Они внушают, что вы несовершенны, а потому не добьетесь цели до тех пор, пока не измените себя. Изменив себя, вы должны включиться в битву за место под солнцем. Весь этот сценарий преследует только одну единственную цель – отнять у жертвы энергию. Борясь с собой, вы отдаете энергию маятнику. Включаясь в битву с миром, делаете то же самое. Битва подразумевает постоянную напряженность, борьбу, дисциплину. К битве нужно быть постоянно готовым. Так и поступают воины, которые смутно понимают, что в этом мире где-то есть свобода. Но их ошибка состоит в том, что они думают, будто свободу надо завоевать. Они всю жизнь находятся в состоянии войны, но главный свой бой они всегда откладывают на потом. Воинам кажется, вот так пойти и взять себе свободу невозможно. Они убеждают себя и других в том, что это сделать крайне трудно, и для этого нужны годы упорного труда и борьбы. Странник трансерфинга не участвует в битве за свободу, поскольку знает, что она у него уже есть. Никто не может заставить бороться. Но у вас нет другого выхода, если вы наполнены внутренней и внешней важностью. Все, что есть от битвы в трансерфинге, это намерение действовать безупречно. Но для этого требуется не боевая готовность и не дисциплина, а осознанность. Если у вас не получается взять и позволить себе иметь, можете отложить это на потом. Но сколько это будет продолжаться? Канитель откладывания может отнять всю жизнь. Откладывание до следующего раза приводит к тому, что жизнь в каждый текущий момент рассматривается как подготовка к лучшему будущему. Человек всегда не удовлетворен настоящим и тешит себя надеждой на скорое улучшение. При таком отношении будущее никогда не наступает и всегда маячит где-то впереди. Это все равно, что пытаться догнать заходящее солнце. Убежденность в том, что впереди еще много времени, является не более чем иллюзией. В ожидании лучшего будущего проходит вся жизнь. Отсюда и поговорка «нет ничего постояния временного». На самом деле времени на ожидание нет. Поэтому будущее нужно не ожидать, а включать его часть в текущий момент. Позвольте себе иметь здесь и сейчас. Это не значит, что ваша цель тут же будет реализована. Речь идет о решимости, то есть намерении иметь, в противоположность процессу перманентной борьбы с собой. Решимость иметь обладает несравненно большей силой, чем решимость действовать. Вы всю жизнь участвуете в битве за место под солнцем. Много ли удалось достичь в этой битве? Вот сейчас вам надо уныло идти на опостылевшую работу или в колледж, как на каторгу. А кто-то в это время отдыхает на горнолыжном курорте или греется на солнышке у теплого моря. Может, они выиграли свою битву и поэтому сейчас наслаждаются жизнью. Большинство из участников битвы при всем усердии не в состоянии даже за всю жизнь накопить достаточно денег, чтобы отправиться на горнолыжный курорт. Если лично вы можете себе позволить за год накопить на несколько дней удовольствия, то это уже хорошо. Но приедете туда, а там плохая погода, или подъемник сломался, или еще какие-нибудь неприятности. Даже если все хорошо, в голове постоянно роятся мысли, что вы многое не можете себе позволить, надо все-таки экономить. Вспоминаете, с каким трудом заработали эти несколько дней праздника, и вот он так быстро подходит к концу. Вы в общем довольны, но приходится возвращаться в серые будни и снова вкалывать. Вы выиграли битву, вы заслужили праздник, и тем не менее в ваших мыслях время от времени пробегает унылая тень. А знаете почему? Вы уверены, что должны были долго и упорно трудиться, чтобы получить короткое удовольствие. Вы не готовы полностью позволить себе иметь. Те же, кто позволил себе иметь, не участвуют в битве. Им не до этого. Например, счастливая парочка на прошлой неделе отдыхала на горнолыжной базе в Швейцарии. Это был праздник.
Все праздники кончаются, но для всех по-разному. Сейчас парочка ссорится из-за того, куда двинуть дальше. Он хочет в австрийские Альпы, а она во французские. Вам это может напоминать капризную мыльную драму, а для них это серьезно. Просто уровни готовности иметь разные. Вы будете еще год пахать на свой праздник, а у них новый праздник начнется через неделю. Рациональное мышление возмущается, но как же, ведь они уже родились со своими миллионами, а мне надо зарабатывать. Откуда возьмутся деньги? Который раз повторяю, не думайте о деньгах. Если прекратите свою битву и позволите себе иметь, внешнее намерение найдет способ дать вам требуемое. Я не могу это доказать прямо сейчас. Сами проверяйте. Не пробуйте, а делайте. Не завтра, а сейчас. Позвольте себе с этого момента иметь безусловно и безоговорочно. Не единожды, а постоянно. Если вы не будете ждать мгновенных результатов, а будете продолжать позволять себе иметь, в один прекрасный день свершится то, что другие назовут чудом. У тех, кто родился с миллионами, готовность иметь уже есть. Им нет нужды об этом думать. А вот вам придется поработать со слайдом. Разум будет беспокоиться о реальности и средствах достижения цели. Но это путь борьбы, и он ведет в никуда. На этом пути вы не сможете заработать достаточно денег, и всегда будет их не хватать. Заработайте не деньги, а решимость иметь. Если сосредоточитесь на цели, как будто она уже достигнута, ваши двери откроются, и средства найдутся сами собой. Это и есть свобода, от которой буквально кружится голова. Если не принимаете эту свободу, вы опять же делаете свой выбор. Нет ничего проще, чем сказать, что все это бред, и продолжать тянуть свою лямку всю жизнь. Каждый делает свой выбор и получает только то, что готов иметь. Ваш выбор – это непреложный закон. Вы сами формируете свою реальность. Выбор в пространстве вариантов происходит примерно следующим образом. Люди приходят в супермаркет, а их там спрашивают, чего желаете. Один покупатель говорит, я хочу стать звездой эстрады. Продавец отвечает, без проблем. Вот очень хороший экземпляр, специально для вас. Мировая известность, богатство, блеск. Берете? Покупатель удивляется, да как вам сказать? Ведь это совсем непросто. Лишь единицы добиваются успеха. Эти избранные обладают незаурядными способностями, а я человек обыкновенный. Продавец пожимает плечами. Да при чем тут ваши способности? Вот товар берите, это ваше. Покупатель, вообще-то в шоу-бизнесе трудно пробиться. Это джунгли. Там такие воротилы. Продавец. Хорошо, вот в придачу воротила, который будет вас продвигать. Берите, не пожалеете. Человек. У этих звезд такие роскошные дома, такие дорогие автомобили, высшее общество. Неужели все это может быть со мной? Что-то не верится. Продавец отвечает, ну что ж, очень жаль. В таком случае мы ничем не можем вам помочь, и убирает товар обратно под прилавок. Точно так же один человек может с опасением спрашивать другого, ты умеешь летать на пассажирском лайнере? Без проблем, отвечает тот, я просто сажусь в кресло, пристегиваю ремень, и самолет поднимается в небо. Стоит допустить, что достижение цели – это лишь вопрос вашего выбора, как вы почувствуете, насколько абсурдны опасения покупателя в магазине пространства вариантов. Вопрос лишь в готовности иметь, только и всего. Вы можете поддаться искушению, вступить с собой в битву за решимость иметь. Ни в коем случае не заставляйте себя позволить себе иметь. Не крутите целевой слайд насильно. Не надо стараться. Не делайте это напористо и с нажимом. Ведь это опять борьба. Просто доставьте себе удовольствие праздничными мыслями. Откажитесь от важности и прекратите свою битву. В битве нельзя ничего добиться. Вы потому и продолжаете битву, что все вокруг имеет завышенную важность. Вы не сможете позволить себе иметь в то время, как яростно сражаетесь за место под солнцем. Допустим, вы решительны и полны уверенности, что получите свое, энергично и с напором убеждаете себя, что выбор за вами. Действовать с напором значит создавать избыточный потенциал. Нужна не решительность, а праздная, беззаботная решимость.
Расслабьтесь, отпустите свою хватку и просто примите к сведению, что вы берете свое. Для променада в киоск за газетой не нужна решительность и напор. Если газеты не будет, вас это не расстроит, вы просто пойдете в другой киоск. Отпустите свою мертвую хватку. Стараясь отпустить свою хватку, вы ее еще больше усилите. Старание и приложение усилий усугубляет избыточный потенциал. Причиной усилий и судорожной хватки является важность. Вы не сможете ослабить свою хватку, если будете с ней бороться. Откажитесь от важности, и хватка ослабнет сама собой. Снижение важности переводит стрелку направления намерения из области внутреннего в область внешнего. Любой напор порождается важностью. Действуя с напором, вы работаете внутренним намерением. Сила воли необходима, когда требуется преодолевать препятствия. Но, как известно, препятствия возникают на фундаменте важности. Как только вы снизили важность, препятствия рассыпаются, и сила воли для их преодоления уже не требуется. Когда важность пропадает, решимость добиваться переходит в решимость иметь, и тогда начинает работать внешнее намерение. У вас уже есть право выбирать. И нет необходимости это право завоевывать. Если вы полны решимости добыть свое право выбирать, будьте готовы к разочарованиям. Вы полны решимости, значит это решительность. Опять держите мертвую хватку. Равновесные силы быстро охладят пыл. А маятники, почувствовав вашу важность, сразу же устроят провокации. Сами убедитесь, что будет именно так. Пусть вас не беспокоит и не расстраивают безуспешные попытки обрести бесстрастную решимость иметь. Люди привыкли направлять энергию не столько на саму цель, сколько на корм маятникам. В конечном итоге вы научитесь отличать решительность от решимости. Просто решимость иметь – это бесстрастное и обыденное намерение взять то, что вам безусловно причитается. Разве не смешно звучит фраза «Я полон решимости забрать почту из своего ящика»? Вот так же спокойно и не настаивая, вы должны пользоваться своим правом выбирать. В жизни людям приходится постоянно выдерживать экзамены, конкурсы, тесты и всевозможные проверки пригодности. Но решимость иметь зависит только от вас. Вы сами выступаете в роли экзаменатора. Любые оценки сводятся к тому, что человек считает либо себя неспособным и недостойным, либо цель определяет как труднодоступную. Так делается по инерции, потому что к этому привыкли. Все, что нужно, это все-таки позволить себе иметь, несмотря ни на что. Непривычно, да. А вы все-таки дерзните и позвольте себе иметь. Пусть яблоки Ньютона и других людей падают на землю. Несмотря ни на что, позвольте вашим яблокам упасть в небо. Вы отчаянно желаете получить решимость иметь? Откажитесь от желания. Хватит желать, вы и так получите необходимое. Просто думайте о том, что берете свое. Берете спокойно, не требуя и не настаивая. Ведь я этого хочу, так в чем же дело? У меня оно будет.